Добрый день. Мужские и женские эрогенные зоны. В этом видео я вам не открою Америку и не расскажу о таких частях тела, которых вы не знали. В этом видео я лишь сделаю упор на те точки, на те места, которые находятся на нашем теле, которые, если их стимулировать, если к ним прикасаться, то можно получить большое удовольствие. Не только во время секса, когда парень с девушкой, там, не знаю, муж, жена, а когда вы элементарно в душе, когда вы сами ласкаете себя. И цель этого видео — это исследование себя. То, что свое тело физическое, вроде бы мы знаем, у нас есть руки, ноги, голова, живот, но мы не исследуем наше тело, мы не чувствуем прикосновения в разных частях, в разных местах нашего тела. А от этого мы можем получить большое удовольствие. Опять же, не только во время секса, а вообще просто элементарно в повседневной жизни. Ну, давайте теперь начну про все-таки эрогенные зоны, мужские и женские. Начну я сверху вниз, буду опускаться. И у мужчин, и у женщин очень сильная эрогенная зона — это уши. И когда во время секса вас либо девушка, либо парень, ну смотря кто там, неважно. В общем, это я говорю к тому, что целуйте уши, особенно внутри уха, вокруг уха. Это очень сильная стимуляция. Это эрогенная зона, которая универсальная как для мужчин, так и для женщин. На своем опыте узнайте это удовольствие, когда во время секса, либо просто, опять же, прикосновение, когда вы не только сексом занимаетесь, когда вы просто с девушкой, с парнем сидите в обнимку, друг друга целуете и уделяйте внимание именно ушам внутри и снаружи. Также большая эрогенная зона, универсальная, что мужская, что женская, это губы. Естественно, во время секса, когда люди целуют друг друга, эмоциональная связь, эмоциональный накал, он гораздо больше. Женщине гораздо легче получить оргазм и эффективнее, если вы хотите своей девушке принести удовольствие, донести удовольствие, чтобы она получила оргазм, а это не всегда бывает. Уделяйте внимание ее губам во время секса, либо прелюдии, связанные с губами. Дальше опускаемся ниже. Это шея. Шея — это тоже универсальная эрогенная зона, как у мужчин, так и у женщин. Уделяйте внимание шее. Не зря, опять же, и в порнофильмах, да и вы, наверное, в своем опыте, когда вы друг друга целуете в шею, вам просто хорошо, вы кайфуете от этого. Это вот такая эрогенная зона, прям вокруг шеи, по всей шее. Не только вот здесь, не только спереди и сзади, и по бокам. То есть ищите это место, делайте прикосновения, целуйте именно в шею. От этого вы получите удовольствие, оба партнера. Дальше опускаемся ниже. Соски. У женщин, понятное дело, это эрогенная зона, тут я про это даже рассказывать не буду. А у мужчин, по статистике, около 5 мужчин только кайфуют тогда, когда стимулируют соски. Когда к ним прикасаются, целуют. Ну, то есть, опять, это я сейчас говорю к тому, что уделите внимание соскам. Если мы сейчас говорим про мужчин, про женщин, понятное дело, нужно очень сильно уделять соскам внимание и покусывать, лизать. Перед этим просто вы поговорите с своей партнершей, либо начните сами экспериментировать, и по обратной связи вы поймете, какое наслаждение получает девушка. Ну, естественно, иногда бывает так, что женщине неприятно по каким-либо причинам, когда целуют, либо кусают, надкусывают ее соски. Об этом нужно поговорить либо до, либо уже в процессе, по эмоциям понять, нравится это или нет. А про мужиков, это я сейчас говорю для женщин, 5% мужиков испытывают кайф, когда прикасаются к соскам, когда их целуем. Опускаемся ниже. Ну, тут гениталии. Тут вы сами все прекрасно понимаете. У мужчин это член, у женщин это вагина, клитор. Но многие забывают про очень сильную эрогенную зону. Это промежность. Это между анусом и мошонкой. Между анусом и яйцами, как хотите, можно, опять же, у кого какое образование. Я думаю, на картинках вы понимаете, что это такое. Я на себе пальцем показывать не буду. В общем, вот это вот расстояние, оно очень сильно эмоционально приятное, когда туда прикасается мужчина, женщина. Вы просто попробуйте, поэкспериментируйте. Анус. Двигаемся дальше все ниже и ниже. Как у мужчин, так и у женщин это очень сильная эрогенная зона. Сейчас, я думаю, может некоторые мужики скажут: как, анус? Эрогенная зона? Нет, туда ни в коем случае, ни пальцами, ни чем там, ни ласкать, ни языком. Нет, 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 только не туда. Вот член можно трогать, а анус нет. Это физиология. И анус — это очень сильная эрогенная зона. Попробуйте поэкспериментировать прикосновениями различными. То есть поговорите об этом с вашей подругой.
с женой, с девушкой. Просто поэкспериментируйте на своем опыте. Там, если у вас куча страхов, убеждений, либо там различных ограничений, вы об этом никому не рассказываете. Вот это сейчас я про мужиков говорю. В интимной обстановке либо сами, либо опять же поговорите с девушкой, чтобы провели какую-то стимуляцию прикосновения там, и так далее. Различными, может, предметами, языком, пальцами к вашему анусу. Про точку G тоже, наверное, рассказывать не буду. Это отдельная тема и куча мемов, как ее найти у девушки, у женщины. Смотрите в интернете. Про клитор у девушки, естественно, это самая высшая эрогенная зона. Там количество нервных окончаний в 2 раза больше, чем у мужчины на половом члене. Кстати, у мужчин на половом члене уздечка является очень-очень сильной такой эрогенной зоной. И опять же, наше физическое тело не ограничивается этими эрогенными зонами. У кого-то, у всех все по-разному. У кого-то ноги, пальцы ног, кстати. Это тоже является большой эрогенной зоной. Вы просто попробуйте, сделайте друг другу массаж. И исследуйте свое тело. Если вы думаете, что вы его знаете, и у вас есть руки, ноги, голова, и вроде бы все понятно головами, чтобы шапку носить. Ну, это я, к примеру, говорю, шутка такая. Вы просто исследуйте в душе, когда моетесь. Это как женщинам, так и мужчинам. Прикасайтесь, трогайте себя. И там, где вы получаете удовольствие от этого, различными стимуляциями, либо прикосновение, либо трение, либо другой человек вас будет там в этом месте, допустим, целовать. Вы говорите об этом своему партнеру, и ваша сексуальная жизнь будет гораздо ярче, гораздо лучше, гораздо круче, чем она есть сейчас. В любом случае, узнавайте себя, экспериментируйте, любите друг друга. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, психолог. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте, пишите комментарии, я буду на них отвечать. Вам спасибо большое, всего доброго, до свидания.